Всем привет! 86-я серия. Вот. Я тут зашел в Долю ангелов. Доля ангелов? Подожди, это что-то не то. Чарльз, секунду. Доля ангелов это из аниме какого-то, нет? Не прошло выходных, а мы уже на стримчике. Всем привет, готовим вкусняшки, чаек и погнали. Да, это Доля ангелов? Да, верно. Подожди, как она называлась? Здравствуйте, Сергей. Кто-нибудь напомните? Доля ангелов это не из аниме какого-то, не? Дариша, привет. Акацкиво. Так вот, пока вы тут разговариваете, мы пришли проходить, во-первых, ежедневные сюжетные задания. Помогите Глории. Глория скучает по своему возлюбленному, который отправился в дальнее странствие. Она хочет передать ему сообщение. О, это продолжение, пойдемте. Натали, привет! Япи, привет! Нет, рыбку не ловил, на сервер не пускает. Это ты напиши мне потом в телегу, сюда не надо об этом писать. Рыбку, да, кстати, по поводу этого я хотел сказать. Во-первых, у нас вот есть рыбка, остался один день. Мне сказали, вроде бы как это можно быстро все закрыть. Я могу открыть нам кооп, и мы вместе половим рыбку. И мастер монтажа. Но на него еще 8 дней есть, я думаю, сегодня мы его делать не будем, а вот рыбку половить надо. Потому что халявные примагемы уйдут. Сколько примерно уйдет на то, чтобы получить все награды рыбки? Привет, что делать, если чувство печали присутствует и, возможно, апатия? Привет. Ну, блин. На самом деле, я в такие моменты, когда мне прям эмоционально плохо, я прям грущу. Я укутываюсь в одеялко, включаю какое-нибудь аниме, которое я смотрел много раз, которое мне нравится, и просто смотрю аниме. И грущу, пока это дело не пройдет. У меня так работает, мне становится легче. Рис, привет! Этот ивент можно за 20 минут пройти. Во, и Натали тоже говорит 20 минут. Я, кстати, купила себе Чиори. Купила Чиори? Она не такая, прекрати. Лучше средства против апатии, депрессии, заняться интересным, полезным делом. Но я не скажу, допустим, я не могу себя замотивировать чем-то заниматься во время апатии. Мне очень трудно. Поэтому я вот именно так разлагаюсь. Я изредка могу во что-то поиграть, но это прям редко. Чаще всего я смотрю то, что уже видел много раз, то, что мне приносит положительные эмоции. Вот. Пими, спасибо. Так, давайте. Годвин, почему так долго? Привет. Мне знаком ваш голос, путешественница из далеких стран. Хвала Анемархонту, ибо ветер направил вас в эти места. У меня к вам одна просьба. Годвин, мой мы это уже все читали. Мы это читали. Почему, может быть, я что-то делаю не так, почему эта линия не развивается? Либо это не сюжетное, и это все не то. Ну да, это все одно и то же. Не понимаю. У меня же других сюжетных нету, оло. А ветер воспоминаний носит тоску. Глория скучает... ну это да, это надо закончить, окей. Дурачок, я коллекционирую персов из Геншина. Это я одобряю. Сам такой же. Ням. Для меня это так, когда я в конце дня пойму, что провел продуктивное время, и депрессию снимает. Но... опять же, у всех по-разному. Поэтому я не могу разделить то, что ты говоришь, для меня это не так. В моем мире это по-другому. Говорить, заняться чем-то полезным во время депрессии, это все равно, что говорить, если голодать и купить еды. Ну, да, вот для меня слова Япи немножко ближе, потому что
Но опять же, все люди разные, имейте в виду, что для каждого свой рецепт. Возможно, то, что говорит Эндрюс, подойдет для тебя, и тебе станет легче, если ты чем-то займешься и отвлекешься от этого всего. Для кого-то это не работает, поэтому вот. Найдите рецепт для себя. Это очень важная, кстати, штука, потому что в жизни будет не только много хорошего, но и очень много плохого. Поэтому надо уметь с этим бороться. Геншин зависимый, здравствуй. Там для ачивки нужно 5 раз вроде сделать. Серьезно? Я 3 раза точно сделал. 3. Не помню. Тенра, привет. Большой, как дела? У меня все хорошо. Борис, здравствуй. У меня тоже все нормально, спасибо. Система деликов такая, тут можно выпадать 5 раз один и тот же сюжет, а потом выпасть продолжение. Это отвратительно, на самом деле, если это так. Артемчик, привет. Опоздаю слегка. Всем доброго субботнего дня, Тенра и чатик. Здравствуйте, Кристина. Спасибо за подарочек. Жопастик, привет. Можешь подсказать, как ты сделал озвучку чата? Я ее создал сам. Это моя. Я написал ее. Почему только 2 зрителя? Потому что ТикТок меня опять засунул в теневой бан. Можешь перейти на ютубчик, там людей больше. Tenra AI мультичат называется. Да. Microsoft Story есть. Да. Привет, не. Маленький пробный период, потом... Ну да. Так, смотрим. Другие сюжетные. Это не то, это не сюжетный. Это что? Это не сюжетный. Ну, получается, Глория, она сюжетная была. Да. Тогда, что мы делаем? Мы попробуем. Давайте я открою кооп, и мы вместе порыбачим. Насколько я понимаю, это именно так работает, да? К заданию. Отслеживать. Что? Не понял, подожди. К заданию. Встреча с известными видами. Рыбаком. Ладно. Поехали. Я могу добежать до туда. Мы как раз можем телепорт открыть. Вот этот, и вон туда пойдем. Давайте я включу. TikTok юзал знак сделка, Главный если что. пилмен говорит, просто в Microsoft я не смогу купить. Я понимаю, я потом в Steam сделаю. Мне нужно закончить верификацию Эндрюс разработчика говорит, хотя Steam. с какого-то патча разрабы пофиксили выпадение. И с большой вероятностью выпадают сюжеты для ачивок, пока ты их не получишь. Раньше вообще трэш был, и ради ачивки люди годами дейлик один делали. Жесть. А почему у меня играло? Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Можно я посмотрю вот тут? Сейчас, секунду. Что у меня там по нагрузке? Почему у меня CPU забит почти на 100%? Как это понимать? У меня что, майнеры? Хотя, почему CPU? Ладно. Кстати, мы же тут не были толком. Тут очень прикольно. Это, я так понимаю, часть Лиюэ? Хотя... Ну да. Это похоже на Лиюэ. Но он мне гораздо больше нравится, чем сам Лиюэ. Очень Главный приятное говорит, место. я лютый сижу у тебя и у Макса на стриме. Да, ты Нариша лучше... говорит, как это... думаешь купить лучше Ладно. сахарозу сначала? Так там 3 фигурки осталось. Или желание. Что значит купить? Как вы покупаете персонажей? Почему я не покупаю? Что такое? Что ты делаешь? Малышко. Но В долине Тарифелли говорит, не уверена, что оттуда не добежишь. Нужно со стороны Фонтейна. А у меня нету. В долине Чуньень и такое есть. Удивительно. В гавани Лиюэ все было совсем по-другому. Вот я про то же говорю. О чем это ты? Да обо всем. Например, в деревне на юге водятся огромные козы. Почти в 10 раз больше, чем на картинках. Дурак. А когда я плавал на плоту, то увидел нефритовый кулон размером с гору. Нефритовый кулон? Откуда он взялся? Да и не важно, потом выясню. Еще одна рыбачка у водопада сказала, что в долине Чиньюй водятся карпы. Ой, секунду. Если я встречу кого-то такого, мне будет сопутствовать удача. Нужно непременно найти, где они обитают.
Но самым интересным оказалось представление, где Дипюк с друзьями исполнил танец у шоу. Они были похожи на больших кошек с разрисованными мордами, которые проворно прыгали вверх-вниз, вверх-вниз. Сколько новых впечатлений! Раньше я о таком даже и не слыхивал. Подожди. Стой, мелкий, подожди. Хорошо тебе отдохнуть. Спасибо, долина Чэньюй такая огромная, тут не заскучаешь. Когда жил в Лиюэ, родители не разрешали мне выходить из города, поэтому я мог играть лишь у главных ворот, да и на причале. На причале. Там всегда было слишком много людей. Хочешь пробежаться, но вечно в кого-то врежешься, а иногда еще можно было и больно обо что-то удариться, когда люди перетаскивали груз. В порту Илун намного лучше. Может, он и маленький, но народу в нем как раз столько, сколько нужно. И я могу играть сколько душе угодно. Окей. Так вот. Фигурки. Музло китайское играет, значит ли локация вышла в конце почти фонтейна, поэтому проработку на другом уровне. Вот оно что. Блин, согласитесь же, что это долина Порт Илун. Чэньюй. Что эта долина Чэньюй намного лучше, красивее и интереснее. Мне даже бегать тут интересно. Опять же, да что происходит с тобой, игра? Так, может быть, давайте я закрою лишнее. Больше ничего не могу закрыть. Будет пока так. Ой. Вот. Очень красиво, да? Там же коллаб, видимо, имеет в виду фигурки, а не персы в игре. Вы это... Эндрюс говорит, эта Лока прям в сердечко поразила по первой. Поддерживаю. Вон вижу телепорт. И вот эти ступеньки. Короче, мне здесь нравится все. Локация прям классная. Да? Кстати, у меня 7 круток уже накоплено. Еще чуть-чуть. 3 круточки, я думаю, мы сегодня накопим, и все будет хорошо. Да? Эндрюс говорит, вид с этой биметки топ. Да? Сейчас, давайте вот... у меня стамины нет. Угу. Побежал. Давайте пока... Да не трать стамину, мать. Что такое? Подожди, Ти. Эндрюс говорит, за горой Фонтейн самое красивое место в игре на этой горе. Как? Кудяшечка говорит, здравствуйте, прекрасный тенор. Здравствуйте. Здравствуйте, Кудяшечка. Смотрите, что зачетырил. Чуть-чуть. Давай, лезь, мать. Ты сможешь? Молодец. И что, вы хотите сказать, я не долечу? Вы кто такие? Пацаны. Извините, я должен это сделать. Вон туда. Тихо. Давай. Ну а чё он стоит, как будто у себя дома? А чё, он не будет падать? Санатарник говорит, здравствуйте все. Здрасте. Восстал из мертвых. Всех со всеми праздниками и т.д. Спасибо и тебя с прошедшими праздниками. А чё за пацаны непонятные? Дальше говорит Теннер, подхаживай за ним. Я не хочу. Я туда не долечу. Хотя, мне кажется, вон оттуда я могу долететь. Пиу. Опа, на чё? Вижу. Хе-хе-хе. Сейчас все будет. Еблай говорит, Лорна, достоверные козлы на вертикальных поверхностях стоят. Да. Геншина зависимый говорит, с барана падает 3 куска мяса. В смысле, его убить Эндрюс можно было? говорит прямо над головой Селестия.
непонятно. Я помню Селестию, мы про нее Кидуасша много говорит, слышали. за что говорили. ты так с козочками. А их можно было убить, серьезно? Я даже не подумал об этом. Я думал, они какие-то говорит, квестовые. привет. Привет. Так, давайте. Я надеюсь, я долечу. Вот так, пиу. Чак Мейт говорит, привет, Тенра. Привет. Смотрел стрим разработчиков. Нет. Но промокоды есть, уже ввел. Вот здесь так красиво. Терри говорит, Магнитола передает привет. Ему Кидуасша тоже. говорит, нельзя их бить, Ей. они же тебя не бьют. Но это не так работает. Тут так красиво, я не могу, чат, ну посмотрите. Ну блин, надо будет тут превьюшку Еплай сделать. говорит, надо был веер завязать перед прыжком. Веер? Что такое веер? Какой веер? У меня нету. Ну тут очень красиво. И корабли, я бы на тех кораблях хотел побывать, посмотреть, что там. Хотя по-любому они квестовые, там Кто-то говорит какой-то W. есть это. Кидуасша говорит, с помощью его ты быстрее летаешь. Серьезно? А где веер? Все, я понял, про что вы говорите. Я понял, принял. Вот этот. Чак Мейт говорит, Увеличивает Фонтейн скорость парения. Нет. Я иду выполнить квест. Я не виноват. Как тут красиво, чат. Так, это вода? Это вода. Тихо. Тихо, живи. Посмотрите. Кристран Тиай говорит, ну рай на земле Face with Heart. Да. Блин. Страшно. Давайте лучше делать это постепенно. Я вон туда полечу. Еплай говорит, Фонтейн еще и локация с самой божественной музыкой, как по мне. Кстати, музыка, да, очень приятная. Елайо говорит, привет. Привет. Эндрюс говорит, добро пожаловать в Фонтейн. В смысле, враги? А как с ними Чак Мейт драться? говорит, да, хороший регион, особенно под водой. Я видел, я на Кристиан стримы говорит, заходил я другим молодец, людям, они я плавали под посмотрела водой. всё, что пропустила от стрима на Х2, хехи. Ого. Геншина Зависимый Молодец. говорит, Фонтейн – это самый красивый регион, по моему мнению. Ну, на X2, конечно, Санатонец говорит осуждаю. по сюжету. Где сейчас Тенра? Я сейчас Еплай в говорит, Инадзуме когда еще. впервые в нем в бой вступал, Ухожу. специально не убивал противников, чтобы полностью послушать. Блэк Факс говорит, у меня лайки не растут. Это Эндрюс ТикТок говорит, не надо к пускает статуе их. Но он их подойти. пускает в основную, то есть в сам Елай говорит, стрим под они водой уходят, надо не драться. переживай. Так, все, я вас отключаю. Джала. Что тут делаешь? Что такое интересное? Джала, мать. Прекрасно, все приготовления завершены. Соберись, Джала. Тебе нужно как следует постараться и поймать их за несколько дней. Поймать кого? Ого, это Пайман. Ого, откуда в Фонтейне браконьер? Неужели на черном рынке большой спрос на животных? Ну уж нет, мы тебя арестуем и отправим в палату Жардинаж. Я так понимаю, я сюда должен был прийти, когда у меня Фонтейн уже открыт. Это вы? Да, конечно. Я только что из палаты Жардинаж. Хотите, чтобы я показала дорогу? Хорошо, мне нравятся открытые люди. Ой-ой-ой, что? Телефон прекрати. Подожди, что-то не так. Тебя совсем не пугает мысль об аресте? Должно быть, мы регулярно совершали... Ты регулярно совершаешь преступления. Или, может быть, я стою на защите справедливости? Если быть точнее, то я являюсь консультантом палаты Жардинаж по экологическим вопросам, охотник-освободитель. Я охочусь на инвазивные виды рыб в водах Фонтейна. Инвазивные виды? Звучит знакомо. Да, Пайман припоминает, что-то такое случалось раньше в Манштате. Ладно, не будем ворошить прошлое. Важнее то, что происходит здесь и сейчас. Эти рыбы не местные виды. Сюда их выпустили торговцы, которые
придерживаются странных убеждений. Некоторые из этих рыб особенно свирепы. Некоторые размножаются очень быстро, а некоторые нуждаются в специальном корме. Для местных водных обитателей они представляют огромную проблему. Если такие рыбы занимают территорию местных обитателей и меняют экосистему, они могут повлиять на качество воды в фонтейне. Если мы не будем обращать внимание на долгосрочную проблему здоровья жителей фонтейна, то вкус фонты изменится. Вкус фонты? Ладно, я так понимаю, опять же, я это узнаю потом. Изменится практически сразу. Это плохо повлияет на экономику фонтейна. Фонта? Защитим фонту! Я не пью фонту, но понимаю ее важность. Я пью пепси. Я фонту не пью, я пепси пью. Спасибо за подарочек. Преуменьшение лишь усугубляет проблему. Мы не можем оставаться в стороне. Мы опытные рыбаки, может быть, мы тебе поможем? Я ждала, что вы это скажете. Я создала ловушку, которая приманит рыб. Покажите свою доблесть, почетный рыцарь и белая помощница. Я буду поддерживать вас в тылу. Почему-то Пайман кажется, что она нас отлично знает. А фонта — это местная кола в буквальном смысле газировка. Понятно. Короче, я за пепси, сразу имейте в виду. В ловле инвазивных видов в совместном режиме вы можете рыбачить с другими игроками или состязаться с ними за звание лучшего рыболова в режиме состязания. В обоих режимах вы можете зарабатывать очки, за которые выдаются награды. Окей. Броски с сети расходят единицы действия. Доступны 3 вида сетей с разной областью поимки и стоимостью очков действия. Сети при прикосновении с рыбой имеют определенный шанс поймать ее. Получаемые при этом очки действия зависят от размера рыбы. На шанс поимки влияют размер рыбы и тип сети. Спасибо. Шанс поймать малой сетью малую рыбу, средней сетью среднюю рыбу и крупной сетью большую и огромную рыбу выше, тогда как другие способы будут менее успешны. Используйте подходящие сети, чтобы поймать как можно больше рыбы. А КД есть на смену сети? Во время испытаний периодически будут случаться рыбные приливы, в которых собираются много большой рыбы. При этом могут появляться огромные, сложные в поимке и особенностью затратные в плане очков действия особи. Постарайтесь поймать их в свои сети. Окей. Так, к рыбалке. Отслеживать. Подожди, это ты? Ну что, почетный рыцарь и белая помощница, поймать несколько заранее приманенных рыб должно быть так же просто, как, стрелять по рыбе в бочке, верно? Проще простого, что поджарим рыбеху, подожди, раньше мы уже встречались. Да, ты одета как житель Сумира, но называешь путешественницу... да, ты одета как житель Сумиру, но называешь путешественницу почетным рыцарем, а пойманной белой помощницей. Нас так называют в Манштате. Понимаю ваше недоумение. Все в Манштате говорят, что вы вдвоем за день успеваете сделать работу 7, 8 или даже 10 человек. Так что в своих путешествиях вы наверняка встречали немало интересных людей, но сомневаюсь, что вы могли запомнить кого-то вроде меня. Какой бы хорошей ни была ваша память. Серьезно? Я тебя точно не знаю, мать. Раньше я тоже верила, что освобождение животных приносит удачу. Когда была в Манштате по делам, то выпустила на Сидровом озере рыб из Сумеру. Чуть не случилась беда. Так это была ты. Все еще не припоминаю. Кажется, Пайман вспомнила. Да, точно, было такое. Не будем о прошлом. Благодаря вам я осознал свои ошибки и понесла заслуженное наказание. К счастью, ситуация была не слишком критичная. Рыцари Орда Фавониус смогли решить проблему, но мне все еще страшно. Вернувшись в Сумеру, я попробовала... Спасибо за подписку.
Я попробовала предупредить об опасности тех, кто освобождает животных. Некоторые прислушались ко мне, но другие решили не обращать внимания, а некоторые стали относиться ко мне враждебно. Я ошиблась сама и не хочу, чтобы другие повторили мои ошибки. Поэтому я изучила вопрос более подробно и стала сотрудничать с соответствующими организациями в Академии, чтобы помочь бригаде 30 выследить освободителей и этих жуликоватых торговцев. Торговцы, которые поставляют товары освободителям, обычно ведут дела во многих странах, поэтому я тоже много путешествую, а сейчас моя цель один фонтейнец. Я взяла с собой документы, свидетельства из Академии. У палаты Жардинаш тоже есть опыт в подобных... Спасибо, забаньте вы его, что ж такое? Спасибо большое. Так, есть опыт подобных дел в прошлом. А если учесть, как сдружилась с местными офицерами, преступник скоро окажется за решеткой. Рада за тебя. Ты смогла измениться и превратиться из ошибающегося человека в того, кто помогает другим избежать ошибок. Ты восхищаешь Пайманджала. Без вашей помощи я бы не смогла измениться. Палата Жардинаш хорошо мне заплатила. Мне нужно лишь немного моры. Что? Хорошо мне заплатила, мне нужно лишь немного моры на дорогу. А остальное я отдам вам в знак благодарности. Спасибо. Она нам денег дала? Где мои деньги? Меня недавно на конфеты обманули. Ты хочешь меня на деньги кинуть? Проще простого, пожарим рыбеху. Но Пайман немного волнуется насчет торговцев, которые придерживаются странных убеждений. Кто они? Все они виноваты. Именно они должны быть сейчас в бочке. Я напомню, она сказала, это же проще, чем стрелять по рыбе в... Что такое на фоне крутится? Что это такое? Что это? Ладно. Большинство из них не злодеи, а слишком наивные люди. Они верят, если предстоит важное дело, надо выпустить на волю каких-нибудь животных, тогда удача будет вам сопутствовать. Такие люди сперва появились в Сумеру, а затем и эти убеждения распространились по всему Тейвату. Они называют себя освободителями. Некоторые торговцы уловили, что для бизнеса открываются многообещающие возможности. Спекулянты начали контрабандой привозить животных, существ из разных мест, а иногда даже кормили их странной едой, чтобы животные выглядели намного более эффектно, а потом продавали их освободителям за большие деньги. Сумасшествие! Неужели кто-то в это верит? Тот, кто верит в такую глупость, как освобождение животных приносит удачу, вот кто. По мнению некоторых, если выпустить более дорогих и красивых животных, то совершит больше добра. Если они хотят расстаться с Морой, пусть отдают ее мне. Если им нужно верить во что-то стоящее, пусть верят в меня. Вот же, сколько Моры упустили без толку. Нет, даже меньше, чем без толку. Спасибо за подарочек. Если учесть, сколько неприятностей они причинили другим. Единственные, кто получили выгоду, это негодяи-торговцы. Не волнуйтесь, один из офицеров палаты Жардинаш уже отправился на поиски обманщиков, используя подсказки, которые я дала. Скоро узнаем результат. Почетному рыцарю и белой помощнице больше не придется лично ловить виновников. Окей. Можно я посмотрю? Пацаны, это мобы? С ними драться? Или это просто декорация? Эндрюс говорит, Фонтейн равно стимпанк, так что не удивляйся. Это мобы! Давай драться. Он не хочет со мной драться. А почему он не хочет со мной драться? Хочет! Онка говорит здрасте. Здрасте. Ой, тихо. Все, хорошо. Пусти. Говорит, он работает. Не трогай его. Да, конечно.
Милашка говорит, потревожил Прикольно. работягу, он и разозлился. Пельмень говорит, доброе время суток. Здравствуйте. Эндрюс говорит, познакомься, это экскаватор. Тут так красиво, я не могу, мне аж... Вау. О, я один вижу здесь лицо. Эфелюа говорит, заметно, как хорошо пахнет. Смотрите, какой он упоротый. Ням-ням-ням. Ой, дурак. Милашка говорит, Тенра сломал технику, а кто оплатит ущерб? Я не знаю, я не виноват. Дина говорит, Ой, а привет, можно красавчик. поменяю? Здравствуйте. Можно я поменяю лань-янь? А то она у меня... Я бабочек собирал. Игра, пожалуйста, перестань лагать. Вот. Арина говорит, привет, Харт Суит. Здравствуйте. Здравствуйте, Арина. Да хорош! Эндрюс говорит, ну все, можно переименовывать стримахах. Ну ладно, ладно, Кристиан все, я говорит, ухожу. этот моб похож на одного из врагов в Atomic Heart. Спасибо. Там тоже был такой круглый и агрессивный. О, давайте, ладно, давайте начнем. Так, можно его... Вот, как, подожди. Вот, да, дед. Вот сюда. Вот это Милашка вот говорит, сделаю. Тенра не пойдет щупать. Нас обманули. Все потому... Расходимся. Не. Арина говорит, ночью выспался. Все. Да. Сколько воодушевления. Буду ждать ваших успехов. Огромная рыба. Крупная, средняя. А, ну это очки. Окей. Малая сеть. Использование сетей. Совместный режим. Давайте совместный режим. Отказаться. Подождите, давайте вместе. Чё я буду с какими-то рандомными играть, когда у меня есть такие котятки? Не туда. Я уже забыл. Вот, все. Свободный вход. Входите меня полностью, чат. Все нормально, как твои дела? Понка, так, Тенра будет... Конечно будет. Спасибо за свой первый подарок мне. Спасибо большое. Поздравь, я в понедельник на ноготки. Ой, поздравляю. Так, Китик. Чернов. Кто еще? Кто еще? Кто? Одно место во мне есть. Кристиан Спасибо говорит, за я зашла, подарочки. конечно, но вряд ли можно с друзьями. Нет, тут же коопный режим там было написано. Одно место, чат. Кто? Китик. Китик Чернов. Милашка говорит, одно место во мне есть. Да. Тенра, появились вопросы. Понка Я говорит, не сейчас виноват. успею. Так, давайте пока у нас это, я пойду Blackfax посмотрю, что это за говорит, трубчик. звучит не очень. Ну, такова жизнь. Епрлай говорит, мало кто хочет на Что ивент такое? идти. Отдай ракушку. Ты что толкаешь? Эндрюс говорит, у меня Я не хочу Вулвана его компе убивать. запущена. Спасибо за подписку. Он такой Говорит, милый. я пас сегодня в цирк, у меня выступление. Я посмею. Кермилкер говорит, можно я с Саки проходила. Спасибо Геншина за подарочек. зависимый говорит, я пас. Все, погнали. Совместное испытание. Геншина зависимый говорит, Во. я нож тачу. Не надо, зачем? Спасибо за подарочек. Так, сейчас посмотрим. Как это вообще работает, что это такое? Натали Фелови говорит, это мини-нивелет. Что значит? Так, секунду. Бешеная ловля. В рыболовной зоне появится светящаяся зеленым чудо-рыба бешеной ловли. Если ее поймать, то ваша малая и средняя сети на 15 секунд. Войдут в режим бешеной ловли. В это время, если вы поймаете рыбу и этих размеров, соответствующей сетью, получаемое количество очков действий будет увеличиваться с каждой последовательной поимкой вплоть до 4-кратного увеличения оригинального значения соответственно. Во время действий этого эффекта повторная поимка чудо-рыбы бешеной ловли не даст никаких усилений. Окей. Так, а какие кнопки, куда жать? Я включу. Ага, 1, 2, 3. Так, это маленький, да? Это среднее. Это же среднее. Типа нужно... Все, я понял.
На одну рыбу, на одну Эндрюс среднюю. говорит 1, 2, 3 и закликиваешь. И чё? Ой, у меня корона, я на первом месте. ПК поймал? С какой стати? О-о-о-о-о. Так, мне же обязательно нужно выбирать правильную сеть для рыб. Правильно? Это ж не просто так. Милашка говорит Тенра, я пойду, пожалуй, удачи тебе, а Давай. мне завтра допоздна работать. Давай. Давай. Моя. Моя? Так моя же была, алло. Я могу просто большой... А, не могу. Спасибо за подарочек. Эндрюс говорит, не обязательно, но шансы не той выбить меньше. Ну понятно, тут киберспорт. Спасибо за подарочек. Тихо, мышка, прекрати. Тихо. Это весь Севен? Ебрлай говорит, вот такой вот ивент, динамичный, интересный. Да, Эндрюс чувствую. говорит, разницы нет. Вы в команде работаете сейчас. У нас все общее? Желаю, А почему у говорит, него вы в очки? команде, ура. Почему ПК ловит все, алло? Ты в команде, да. Давайте ПК Кумасик забаним. говорит Ку. Привет. Саянка говорит приветики. Привет, Сенечка. И чё? На каком? Я на 3-м месте. Натали Феллови Спасибо говорит, за хорошо, подарочек. хоть не длинный. Эндрюс говорит, у него пальчики шаловливее твоих. Вот оно как. Ну, у меня вроде пальчики вообще никто не жаловался. Спасибо за подарочек. Беда. Ладно. Говорит, ты мой теперь любимый стример, я много раз смотрела тебя. Ой, спасибо большое. Елая говорит, за команду платить надо. Епролай говорит, и Аригато, так раз 6 спасибо. сыграть надо, чтобы награды О, получить. господи, ну что ж такое? Ух ты, Кристен рыбки Тиай дают. говорит, и так надо раз 5. Жена Чифую говорит, Тенра, у тебя уже есть 10 уровень дружбы с Тиари. Да. Кристен Тиай говорит, чтобы набрать 3000 баллов. Жесть. Ну ладно, это халявные крутки как бы. Давайте быстренько это сделаем. Быстро пройдем через это. Эндрюс Заодно можем говорит, пока «О, поговорить. Приехала сушилка, буду мутить сушеные мясные колбаски. О, прикольно. Сушилка, Жена я правда Чифую говорит, подумал. покажи карточку, пожалуйста. Какую карточку, прости? Уточните, я не очень разбираюсь. Я не понимаю, про какую карточку идет речь. Про Чиори? Так, это опять то же самое, да? Карточку Кристен дружбы. Тиай говорит дружбы. Я потом покажу. Подскажите мне ее, где ее найти, и я ее покажу. Жена Чифую говорит с Тиари. Да все, я теперь понял. Алло, вы же средние. Так, я же правильно... Отлично, вот это средние, пацаны. Ну... Где сейчас будет большой пес? Как его ловить? Почему пока их ловят, а я не ловлю? Дай мне денег. Жена Чифую говорит, нажимай на Пайман, изменить карточку. Вроде так и там будет карта 10 уровень дружбы с Тиари. Понял. А чё, сломался или чё? Опять он поймал. Ну что с ним не так? Давайте забаним его, говорю же. Может, я что-то не так делаю? Объясните мне, как ловить. О, я поймал, все. Нормально. Но пока мы все равно забаним.
Это очень увлекательно. Но на самом деле это прикольно. Мне нравится это больше, чем обычная рыбалка. Жена Чифую говорит, Она это чуть-чуть игра на удачу. подинамичнее. Так, тихо. FLY говорит, бедный, мне его жалко. Но он заслуженно FLY же. говорит, зачем ты его булишь? Я его не булю. Он же заслужил. Так, средняя, средняя. Эндрюс говорит, ты одной сетью ловишь, а это неэффективно. Я не одно, я ж переключаюсь. Ну, типа, на средних среднюю, на на больших большую, нет? Моя рыбина. Рыба моей мечты, ну. Макс Сюда. говорит, все пора начинать стримить симуляторы рыбалок. Не-не-не, Елай говорит, это FLY такое. циркумфлекс, подчеркивание циркумфлекс, мне тоже. Усер И чё? говорит, я там с помилой мышкой, а вы так нежно. 13 Эндрюс тысяч. говорит, что очки в основном за Сюда. светяшек и за бычар идут. Ну, я понимаю. Я же их собираю. Ну вот первое место. Вот теперь все правильно. А то взяли меня, забылили. Конечно, надо нежно. Без этого никак. Рыба чувствует. Жена Чифую говорит, теперь карточку. Так, куда там надо было уровень статуса? Нажмите на Payment, вменить карточку уровня. Кристрантия говорит, чита, у меня деньги кончаются быстро, ужас. Сменить аватар. Именная карта? Нет. Спасибо за подарочек. Архив отряд достижения. Архив задание карты события. Боевое особое сообщество. И не вижу. Кристрантия говорит, да. Именная Именная карта? карта, и там ищешь. Вот это вот. Эндрюс говорит, они у всех быстро кончаются. Ну вот. Это оно? Жена Чифую говорит, там была Тиари. Елаю говорит, да, именная карта, и там карта с кулями Тиари. Ну вот. И Натали чё Филла еще? говорит, Деник, карандашик. Да во. Кристрантия говорит, поставь. Красивая фейс виз хартис. Нет, она Мне мне нужно, чтобы вот здесь было приятно глазу. Она прикольная, но она мне неприятна глазу. Жена Поэтому Чифую вот. говорит, использовать звездочка. Не-не-не. Я награды не собрал, ну ладно. Потом соберем. Я же по-любому, мне нужно будет сделать это еще сколько там, 4 раза. Я не понимаю, зачем вот это листается? Я не понимаю. Ничего же не меняется в описании. Непонятно. Китик. Кристрантия говорит, да шо опять зелень. В смысле, что-то отличается? Я потому что не понимаю. Вроде одна и та же рыба падает. Натали Фелови говорит, там разные бафы могут выпасть. Ну, как будто одно и то же было, нет? Ну ладно. Так, короче, самое главное, мы собираем вот этого пацана, потому что он Эндрюс нам говорит, нравится. чет, в последнее время Микки не видать. В отпуске, что ли? Не знаю. Может, ей поднадоели стримчики. Это нормально. Е-хе-хе-хе-хе. Сюда. Так, большой дядька. Почему он подо мной постоянно появляется? Куда, Китик, прекрати. Я думал, я поймал.
Жена Чифую говорит, жду не дождусь, пока Тенра будет проходить Фонтейн и увидеться с Тиари или задание легенд Яхаза. На самом деле, она мне уже попадалась где-то. Я, кажется, с ней разговаривал, когда чайник сделал впервые. И там я ее поставил, я с ней поговорил. Вот. И она не совсем такая, какая я ее себе представляю. Китику банан, да. Словили большую рыбку, значит банан. Так, это большие пацаны. Так. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, ты... Эфэлюай говорит тогда банан Тенра. Она не там появилась. Елаю говорит в команде, у тебя нужно деньги платить. Нет, конечно. Нужно просто быть на стримах. Если ты говоришь про друзей, чтобы в друзья добавиться. На стримчике появляешься, я добавляю в друзья без проблем. Елаю это большие рыбы? Окей. Я опять выиграл? Я уже чувствую, что мне поддаются. Вы мне только не поддавайтесь, алло. Ну я вас забаню за то, что вы будете большую рыбу ловить. Палка о двух концах. Хоть один раз фартануло. В смысле? Эфэлюай говорит натурой платить. Алло. Магнитола на ножках, Саки Маленький говорит еще. привет-привет. Привет-привет. Кристрантиай говорит я выиграла. Я О. выиграл? Елаю говорит нет. В смысле у меня больше всех очков было? Жена Чифую говорит Тиари Нет может в команде быть грубой, ТТ? но она очень спокойная. А ты как ее представлял? Не помню. Так, еще 3 раза. Я выиграл же последний раз. Эндрюс Почему говорит, меня в общем, обманывают? завтра акция. Играете с Тенрой в капе. Бан. Кристрантиай говорит, у меня 15, а у тебя 8. У тебя было вообще мало, ты меня обманываешь. Она меня обманывает, скажите честно. Я ж тебя победил. Кристрантиай говорит, там просто Да? выделяет твой результат. Ну ладно. ХД. Вот, опять эта же рыба. Всегда одинаковая рыба же. Получаете количество очков, увеличивается каждый. Ну да, все один и тот же текст, одна и та же картинка. Я не понимаю, в чем проблема. Кристрантиай говорит, да зелень, не везет нам. Ладно. У меня, кстати, я там чуть-чуть путался с большими рыбами. Точнее, я думал, что они большие. Точнее, я думал, что они средние, они оказались большие, оказывается. Жена Чифую говорит, у нее было 15. Елаю говорит, вы комфортно. Спасибо большое. Вот, про этих длинных сосисок. Они, оказывается, большие. Эфэлюай говорит, Тенра, твои стримы так помогают мне, когда у меня ужасное состояние. Я очень рад. Это не просто слова, я правда рад, что если я вам чем-то помогаю, если вам интересно, приятно, я рад. Мое. Рыба. Ну хорош. Вы там это записываете на карандаш, кого мы банить будем? А где вот эти зелененькие рыбы? Они как будто вначале нам подавали, а сейчас вообще не появляются. О! Спасибо за подарочек. Лови! Это же большая сеть, лови! У меня пинг большой, прошу прощения. Жена Чифую говорит, Тенра, ты и Надзуму прошел? Да, но мы еще там, мы там проходим побочный какой-то квест. Плюс нам еще экономию открыли, там вот это все. Вот, поэтому я психанул, и мы на прошлом стриме ушли в разлом. Моя рыба, моя.
Ну, засранцы. Так, ты. Эндрюс говорит, мы экономию ток открыли, острова Да. Сейрай и Цуруми не открыты. Ну, видать, все плохо. Я не виноват. Кто выиграл? Я выиграл? Ну, не говорите, что сейчас не я выиграл, алло. Кристиан Тиай говорит, вот теперь ты выиграл. Спасибо, Грац. Грац. Ты что, в ММО играла? Такие люди Кирару это... говорит Канбанва. Камбала. Видишь, люди используют слово Грац, Кирару. Елаю говорит, почему внизу лайки не обновляются. Они обновляются со временем, там ТикТок потом пропускает. Все, мы прошли. Нет, еще один раз. Примите участие в режиме создания... мне нужно... Жена Все, Титулы я говорит, тогда... Ема, вы. Получите 30 тысяч. Стоп. 3000 очков нужно собрать. В режиме состязания, то есть мне нужно в соло сейчас пойти. Все, спасибо большое. Кирару, приветик, гениальная девушка, Polish Light Skin Tone. Спасибо большое, я вас это все того. Спасибо большое. Кто у нас был? У нас был Чернов, Кити КПК. Спасибо большое. Я вас грохаю. Так, запрещаю и ухожу. Ухожу от вас. Эндрюс говорит, в соревновалке премов все равно не дают. Нафиг оно надо. Как это не... У меня же там это... Задание. Кристиан Тиай говорит Мурси Боку Харт. Куда? Вот сюда. Так, к рыбалке. Ой-ой, не награды FLY хотел говорит, посмотреть. вот так ты попользовался и выгоняешь. Очки? Все, я понял. Ну ладно, все равно пройдем. Это мне нужно сейчас 33 тысячи набрать? Но слава богу, что не дал бан. Режим состязания вот это, да? Как ты не дал дам? FLY говорит Кирару, как делишки. Здесь вот расходуются вот эти орехи. Капец. Ну давайте. Может кто-нибудь здесь теперь попадется? Из наших. Кристиан Тиай говорит, да дадут тебе очки, и ты как раз добьешь 3000. Рыба не меняется, серьезно. Назад IT говорит, давай жду банфейс. А ты что такой довольный, Назар? Тут Эндрюс, модератор, он тебя же забанит и все. Так, все. Сейчас все будет. Кристиан Тиай говорит, у тебя проклятие зеленой рыбы. У меня разная была. Я не знаю. А когда у меня очки вот эти закончатся, все, я не смогу Кирилл ловить говорит, рыбу. FLY циркумфлекс, подчеркивание циркумфлекс, да вот отдыхаю. Назар у IT говорит вау. Эндрюс говорит, я соревновалку не проходил, но квест пройден. Серьезно? Не может быть так. Там же написано прям соревновательный. FLY говорит Кирару, это чудесно, хорошего тебе отдыха. Говорит, о чем мои лайки не считаются. Считается, все считается. Самое главное, ТикТок как считает, не переживайте. Но очки дают Да хорош. в любом случае. Ловись. Можно я поймаю, пожалуйста, спасибо. Спасибо, Кирару. Можно мне рыбку большую, вкусную, сочную? Ну, конечно. Эндрюс говорит, я так набрал в одиночке, а дальше уже не хватило терпения. FLY говорит, Тенра, это пипец, что я сейчас узнала. Что ты узнала? Что за тайны мироздания ты узнала? Расскажи нам, мы тоже будем знать. Ну, короче, я тут не победю, да? Прям по-любому.
Так. Кристиан Тиа говорит, ты топ-2, тоже хорошо. Вкусненькие. Макс говорит, Тенра, после стоима будет легендарная битва. Серьезно, ты договорился с Пими? Это будет эпично. И чё, кто я? 12 тысяч, 11 тысяч. Чуть-чуть не хватило, а? Ты посмотри, Шарел. Засранец. Ой, все. FLUI говорит, и по итогу в больнице лежала. Что? Назар IT говорит, сегодня Дота. ТикТок не пропустил твои сообщения. Иди на ютубчик, Флайн, мы же все пропустили. Не озвучила твое сообщение. Почетный рыцарь. Тихо. Секунду, я вас выключу. И белая помощница. Хорошие новости. Это офицер Анджани из палаты Жардинаж. Она задержалась... Что? Она задержала поставщика освободителей. Что это такое? Негодяй продолжал считать Мору, даже когда я выбивала дверь. Подлец! И похоже, ваша рыбалка принесла желаемый результат. Численность инвазивных видов рыб в этой акватории резко сократилась. Судя по тому, как все идет, я бы сказала, что вскоре проблема будет полностью решена. Отлично! Больше не нужно беспокоиться о фонте. Паймон хотела сказать о качестве воды в фонтейне. Ты явно очень особенный охотник. Не всякий сможет заручиться помощью такого мега-рыцаря, как путешественница. В таких случаях говорят, как из пушки по чайкам стрелять. Лишь бы чайки не трогали мой картофель во фритюре. Да, не трогайте. Кстати, офицер Анджани, кажется, Паймон знакомый. Это потому, что мы часто помогаем восстанавливать порядок и видели много офицеров. Рада встрече, кажущийся знакомый офицер. Мы уже работали вместе, офицер. Ты меня помнишь? Прекрасно! Когда мы встретимся в следующий раз, то мы сможем общаться как коллеги, и не придется взвешивать каждое слово, чтобы никого не обидеть. Конечно, если в будущем возникнут проблемы, мы обязательно поможем друг другу. Ох, я так долго возился с этим делом, но, похоже, наконец-то могу расслабиться. Я хочу пропустить пару бокальчиков в ржавом штурвале и посмотреть, не появится ли этот негодяй и освободитель в новостях. Хочешь присоединиться ко мне? Спасибо. Я все перепутал имена. Спасибо за предложение, офицер Анджани, но я не могу ослабить бдительность. Вдруг еще что-то произойдет. Я не остановлюсь, пока эти воды не будут полностью очищены от инвазивных видов. Но как только закончу, я присоединюсь к тебе. Посидим вместе. Спасибо большое за подписку. Спасибо за подарочек, Кирару. Кирару, перестань. Ого, вижу, энтузиазма тебе не занимать. Хорошо, договорились. Сражайся изо всех сил. Да. Джала возвращается к воде и продолжает наблюдать. Паймон считает, что госпожа Джала слишком много работает. Наверное, когда-то был человек с очень сильным чувством ответственности, который оказал на нее сильное влияние. Легко понять, что она сейчас чувствует. Она так старается, что и мне не хочется лениться. Воодушевление — это хорошо. Хорошо, когда есть время отдыхать и работать. Отдых и работа. Упорно трудиться важно, но иногда полезно быть как путешественница. Во всем нужен баланс между работой и личной жизнью. В таком случае, если однажды я обращусь к вам за профессиональными советами по тайм-менеджменту, надеюсь, вы поможете. В общем, я подала заявку на увеличение финансирования, особенно для вашего вознаграждения, до суммы, полагающейся на операционные расходы и артиллерию флагманского корабля. Надеюсь, если в следующий раз я столкнусь с какими-нибудь проблемами, вы поможете, а потом вы
уперев руки... Секунду. Так, а потом вы, уперев руки в боки, с улыбкой скажете: все, проблема решена. Да, так скажем. Так, обзор наград. Вот. Все, получили все награды, мы молодцы. Что у нас здесь? Задание легенд. Так, открыть. Открыли. Угу. Теперь что? Давайте мы здесь один телепорт на этом континенте откроем. И пойдем, вернемся к нашим целям. Давайте с ключом. Здравствуйте, у вас красивый голос. Спасибо, Иторс. Иторс, скорее всего. Спасибо. Пими, скорее всего, все без может Элру заставим это застримить. А почему Пими без стрима? Привет. А не могу найти, какая серия, когда вы начали проходить Инадзуму, мне срочно. Я не знаю, посмотри. Там, скорее всего, будет в названии, должно. Что-то мне не сильно хочется туда нырять. Войти. Войти в дырочку? Что происходит? Оно само летит. Зачем? Я чуть-чуть попробую. Чуть-чуть. Ну, вроде все нормально. А как нырнуть? Мне говорили нырнуть. Тут же был сундук. Ладно. Вот, вон внизу. Как нырнуть? ХП уходит! Подожди, ХП уходит, нет? Или мне показалось? Махгуси говорит так, что Тенра, может, и застримишь? Я говорит, могу. ты к статуе сначала подойди. Кристран Тиай говорит, чтобы нырнуть, нужно коснуться статуи. Маркот. Ски говорит, красивый, изящный цветок. С тобой нельзя. Пока нет. Еплай говорит, надо сначала статую Архаранта местного потрогать. Все, понял, потрогаем. Но это потом. Махгуси говорит, как великий комментатор. Я вряд ли смогу комментировать. Я же не очень... Кстати, когда это закончится? 8 дней, окей. Где мы подобрали Ими цветок? Говорит, а может, не надо? Rolling on the flower laughing. Вот он. Маркот. Красивый, изящный цветок персикового оттенка. Имеет многослойный аромат. Один из основных ингредиентов парфюмерии. Понял. Вон, я телепорт открою и все. Я не буду трогать статуи, чтобы не ломать сюжет. О, там крабы большие. Ими говорит, помогите, спасите меня от этих мужиков. Все. Можем вернуться в Менштадт. Нет, Пими уже походу переживает. Мы не будем Пими в краску гонять. Если она не хочет, чтобы я стримил это, я не буду это стримить. Поэтому не переживай. Что такое? Вот, давайте прочитаем, пока не забыли. Загрязненная бактериальная слизь. В дикой природе Фонтейна иногда можно встретить эту слишком живую, возможно, из-за внешнего воздействия, загрязненную бактериальную слизь. Сгустки загрязнения скапливаются внутри, и ядро загрязнения может быть очищено с помощью способностей ксенохромного шаровидного осьминога. И других ксенохромных инородов фантомера. Господи. В результате эволюции сгустки загрязнений иногда соединяются друг с другом. Если не очистить все сгустки загрязнения, то удаленные сгустки регенерируют. Некоторые ядра загрязнения защищены непроницаемой оболочкой, и нужно очистить окружающие сгустки, прежде чем оболочка будет удалена и ядро можно будет атаковать. А некоторые ядра загрязнения даже развили в себе способность к нападению и будут защищаться. Другие будут активно охотиться, ища больше питательных веществ.
Механизм со способностью ксенохромного шаровидного осьминога. Иногда на суше можно увидеть эти странные устройства для экологических исследований. Возможно, благодаря тому, что первозданные воды Инноморья распознали силу мне так трудно читать эти слова. Инородов фонд мира. При взаимодействии с ними можно получить силу шаровидного осьминога поблизости внутри определенного радиуса, даже находясь на суше. Окей. Так, чё мы сюда приперлись? Кстати, а сколько у меня смолы? Ага, у меня дофига смолы. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Спасибо, мать. Так, экспедиции. Получить все. Повтор. Вот. Кстати, БП интересно, когда обновится? А БП обновится через 8 дней. Ё-моё. Ножка потрогала Эль. Как холодный происходит столько. Ну да, потому что опасно же. Эндрюс вот ты говорит, считаешь, больше часа ну прошло, да. а разлом даже не щупал. Как это больше часа? Адам Чат. говорит, привет, новый игрок. Здравствуй. Ну, относительно да. Для меня пока все в новинку. Все еще. Давайте как сделаем? Мы сейчас пойдем... Куда мы идем? Разлом. Вот. У нас тут квесты, все дела. Нам куда-то надо было. Вот сюда сначала. Мы отхилимся. Мы посмотрим, какой у нас там квест. И пойдем. Прекрати. Скей говорит, Тенры можно в чайник зайти. Нет. Кристран Я ж тебя забанил, говорит, как ты разлом зайдешь? надо открыть через меню карты, снизу справа. Лёвок говорит, чё за игра? Геншин Импакт. Вот, подземные шахты. Разлома добычи полным ходом, теперь шахта ни души. Направлять все, чтобы его выполнить. Фонтейн новая. Так, ладно. Скей говорит, ты как вы сказали единственный, кто сделать? в сети, а мне нужно, пожалуйста. Нет, я тебя забанил. На стриме не надо это делать. Это неправильно, ты же понимаешь? Во. Или не понимаешь? Адам говорит, какой у тебя микрофон? Ой, у меня какой-то аудиент Скей говорит, какой-то а где тогда? какой-то. Где? Вот. Вот. Мы же собирали вроде бы как. Может быть, она нам улучшит его? Давай. Мне это мы... Привет. Нужна моя помощь с улучшением адюванта? Да. Что? Светоносная руда. Неочищенная руда светоносного камня. После небольшой обработки ей можно усилить адювант светоносного камня. Следовательно, следовало бы посоветоваться с Кристран Цинью. говорит, да мы сдали на прошлом стриме все и улучшили. Эндрюс говорит, аудиотехника от 2020 у него враже. Да, вот. Эндрю знает лучше. Поехали. Геншина зависимый говорит, ее дают за сюжет. Так, нам нужно вниз идти. Я люблю бан, говорит, ну как дела, мистер Тенра? Здравствуйте, все нормально, как ваши? Да, вот здесь мы были, вон там нас взорвали. Чатик меня взорвал, засранец. Опа, ну чё? Стоять. Здравствуйте, мистер Призрак. Поехали. Куда ты поехал? Спасибо за подписку. Ой, забулил, наверх полетел, потом вниз. Тут книга. Я так понимаю, это квестовая вещь. Мы потом сюда придем, да? Когда нам скажут, найдите черную книгу, мы придем говорит, сюда. Какой контраст между красивым фонтейном и мрачным разломом. Угу. Ты достал меня.
Скей говорит, Проводник только разлома. зашел уже засранец, ну вот я плачу. Ну, потому что ты засранец. Эндрюс слушай. говорит, а ты от фей чего-то другого ждал? Это что, природные кибербуллеры? Тенра Фейс Вистерс оф Джой. Какой болт? Где болт? У кого болт? Покажите. Вон там... Это книга была? Ты про вот это? Это ж книга, какой болт? Вот она. Вот он. Я люблю бан, говорит, можно спросить, когда стрим по маю. Я там странные постройки Это построил. реально болт. Ифхуиц говорит привет. А сегодня-завтра будет стрим, Эндрюс по-моему. говорит, ты еще Скорее всего, завтра. Тацуми не щупал ахах. Кристран Тиай Почему говорит, не не щупал? книга, а болт. Да-да-да, это болт. Скей говорит, фу, Тенра на болты смотрит. Ну, такое бывает. Что я сделал, напомните? А что я сделал? Кто ты? Сорян, пацаны, уже все, надо было раньше. А все? А надо было раньше, пока пацаны думали. Тенра, Джиндзю здесь. Сюн. Кристран Тиай говорит, зарядил адъювант, голубая полоска над ХП. Натали Фелови говорит, зарядился. Все понял. Эндрюс говорит ту самую фею, которая минут 5 тебя вокруг острова водить будет. Такую я осуждаю. Так, мы вас вырубаем. Спасибо большое за подарочек, спасибо. Путешественница, здравствуй. Цзинь-У хочет с тобой поговорить. Опять эти советы по соблюдению техники безопасности, да? Я так устала их слышать. Я тоже выросла в шахтах. Как я могу не знать о здешних опасностях? Что касается неведомых опасностей, то опытные шахтеры, опираясь на опыт, судят, опасно ли что-то или нет, а затем, в свою очередь, результатами подтверждают свой опыт. Я сыта по горло их высокомерием. А ты ведь искательница приключений, наверняка ты думаешь, как я. Если бы Юся просто предупредила тебя об опасностях драконьего хребта, а ты бы послушно бы отказалась от мысли отправиться туда, сколько захватывающих приключений было бы упущено. Даже не пытайся меня уговаривать, я не хочу ссориться из-за какого-то пустяка, может, сменим тему? Взгляни, я сейчас изучаю местность, чтобы составить карты. Только я обнаружила, что путь вперед преграждает какая-то странная штука. Если ты возьмешь образцы и сделаешь несколько фотографий, то и департамент по делам граждан, и гильдия искателей приключений наверняка будут очень рады. Я бы и сама этим занялась, но я уронила камеру, когда спускалась в шахты, так что теперь полностью полагаюсь на тебя. Если... еще пару мест здесь и здесь. Я видела там следы похитителей сокровищ. Прости, а где тут такое... Что? Прости, где тут какое место? Пайма ничего не поняла. Тут только куча крестиков и линий. Ха-ха, прошу прощений. Сила привычки. Совсем забыла, что не все наделены интуицией картографа. Но ничего, я пойду с вами и покажу дорогу. Мы можем отправиться в любое из этих мест. Выбирайте, какое вам больше нравится. Тогда вперед. В пути будьте осторожны. В смысле, в пути будьте осторожны, она с нами идет. Привет, Тенра, привет. Тенра врубает чат с ноги. Подожди, а куда мать угнали? Вижу. Так, я только что где-то что-то видел, но пока посмотрел на чат, все забыл. Вот эта штука. Это же камушек, который нам нужен, правильно? Сейчас заберем. Так, взлеталка. Но там ничего нету. Жук. Здравствуйте. Тихо. Залезь. Залезь. Почему она не цепляется? Все.
Так. Да, для прокачки адюванта они также на миникарте видны. Да-да-да, я посмотрел. Вон я еще один вижу впереди. Как Мика выразилась, голова акулы, я правда не вижу. Мне больше покажется голова дельфина, ну ладно. Как у вас дела? Мария, здравствуйте, все нормально, как ваши дела? Ба-ба-ба. Бум. Ага. Только хотел сказать халявные вкусняхи, а потом вспомнил, что Геншин не дает халявных вкуснях. Икзо. Скей говорит ясно, Тенра злой маленький человечек, который говорит, что он безобидный. Я большой, лысый, бородатый Говорит, дядька. наши тоже неплохо. Какой я добрый, лысый человечек, маленький. Спасибо за подарочек. Эндрюс говорит, если что напомню, что адъювантом на кнопку Z рассеивает грязь. Он же у меня еще не вкачан, он не умеет еще. Мы же в прошлой серии пробовали. Не кричи. Так, нам вон туда. Вот эти штуки зачем здесь нужны, непонятно. Пацаны! Не надо, вы же взорветесь. Хотя ладно. У вас же иммунитет, хитренькие какие. Эндрюс говорит, уже может там 2 или 3 деления вязаются. Это Кристиан так говорит, работает. Вроде уже может. Мы ж вкачали, Слезь но не палки. тестили. Спасибо за подарочек, Настя. Это плохо, давайте проверим. А где это было? Вон, вижу. Почему ты ешку не нажала? Я же нажал Е, ты чё? Прекрати. Типа я вот сюда подхожу, не наступаю и просто нажимаю. Нет, еще, говорит, нельзя. Скей говорит, тебе нужен кристалл тот, тогда ты можешь еще раз скачать и рассеивать грязь. Аня Мика говорит, здрасте. Здрасте, Анна Мика, мы вас вспоминали. Хорошими и плохими словами. Я еще не могу, я еще слишком мал. Обманули, получается? Ай-яй. Скей говорит, привет, Аня Мика. Кристран Тиай говорит, кусь. Мика вис индекс фингер энд том краусед лайт скинтон. Аня Мика говорит, поминали. Хе-хе или вспоминали. Вспоминали. Эндрюс говорит, где Поминали. много грязи, там больше делений надо. Типа маленькую кучку я могу сделать. Грязи. Нужно на маленькую попробовать. Посмотрите, как тут все Кристран Тиай серьезно. говорит, опять рассказывала недостаточно. Картошечка Хорошо, забулила! что такое. Я из-за картошечки сейчас Аня вниз Мика упаду. говорит всему чатику большой и сладкий кусь равно. Пусть равно. Эндрюс говорит, Мика, только сегодня поминали. Скей говорит, тебе надо еще раз вкачать, я не обманывал тебя. Обманул. А где телепорт? Я Эндрюс вижу на говорит, карте. кусь. Наверху. Вон он. Надо добраться. Что такое? Вкусняхи. Блин, вот эти штуки надо лутать, потому что с них падают шмотки для прокачки. И это прям нужно, потому что они постоянно заканчиваются. Лифт? Да, ё-моё. Что же меня булит разлом этот? Лифт, а ты опустишься вниз? Пожалуйста. Скей говорит, тут платформа ездит. Ждем. Я даже призрака трогать не буду. Все окей. Фу, Эндрюс говорит о прокатимся. фахах, гигабуллинг. Скей говорит, а тут снизу сундук. Да, я вижу и призрака, и вон пацанов. Кстати, там кто-то в клетке сидит. Сейчас мы все сделаем. Давайте чуть-чуть по сюжету разлома пройдем, потому что мы, как всегда, бездельники. Хотя мы заработали прямо гемы. Когда такое было? И не потратили их еще. Кстати, может, потратим? Секунду. Магазин. Камни. Чатик. Может, потратим? Может, крутанем? 10 круточек, в конце концов.
Спасибо за подписку. Кристиан Давайте. Тиай говорит, там вроде уже хватает на 10. Да-да-да. Аня Пиу. Мика говорит, круткий смайл, светящиеся глаза. Нет. Аня Мика говорит, это я вовремя успела. Нет. Эпос о драконоборцах. Металлическая тень. О, Шарлотта. Она прикольная. Меч небесного всадника. Предвестник зари. Усер говорит, Черная да-да. кисть. Металлическая Андрюс говорит, тень. Ника, ты пропустила Изумрудный сегодня шар. эпохальное событие. Меч драконьей Сегодня крови. спойлерили Фонтейн. Металлическая тень. Да, мы Скей щупали говорит, два Фонтейн. фиолки давай. Скей говорит, Да. есть. Всё? Николай говорит, эх. Время мне- для призрачного донатора, а то так Фурину не видать. 10 дней еще есть, ну нормально пока. Так, где? Как-то это призрачному донатеру пока не хочется тратить деньги. Мне кажется, я, конечно, не уверен, но мне кажется, что это так. Скей говорит, тенью обычную не крути, там Мидзуки добавит. Так это же хорошо. Анимика говорит о подчеркивании. Блин, ну пересмотрю потом запись. Я сегодня ответственная тетя, с племянником тусила равно за. Ой, ты молодец какая. Так, нам же вниз. А, мы же за телепортом поднимались. Все. Подождите, там фоточка. Я телепортируюсь обратно. Тут фоточка. И тут камушек. Давайте соберемся попутно. Вот это. Кто? Алло. Жми. Даже я даже эту маленькую кучку я не могу сделать. Но это же обман. Вы меня обманули, чат. Это же маленькая кучка, я правильно понимаю? Кристиан Тиай говорит, 40 Тенра вышла на охоту за блестяшками. Скей говорит, Тенра, куда по сюжету ПРШ мягкий знак. Тислс Объявление говорит, наполнено... добрый вечер. Здравствуйте. Подождите. Оторвано. Можно прочесть только часть текста. 3 партии светоносных кристаллов. Зал Хуишань. Выпуск после прохождения проверки. Исследователи, возвращайтесь немедленно после получения образцов адюванта светоносного камня. Запечатайте шахтные туннели. Такое слово нету. Шахтерские, шахтные туннели. А как только убедитесь, что это можно сделать. Окей. Так. Вот. Чатик, вы меня забулили опять. В который раз? Я не понимаю. Я не понимаю и не принимаю то, что вы говорите, потому что вы меня обманываете. Активировать. Сменить частоту. Ого. Жарь. I'm Joy, привет. Ура, хайо. Вообще-то комбанва. Какой у тебя часовой пояс? Скей говорит, да, я тебя забулил, я ведь тебе не говорил, что тебе надо по сюжету идти, ведь так. Я иду по сюжету, Анимика олух. говорит, там несколько палок. Так. Анимика Кугацу. говорит, в итоге Сколько есть у тебя сейчас модуля, время? которую нужно настроить. Если не секрет. Скей говорит, метка в другом месте. Е. Кристиан Тиай говорит, попробуй еще раз, когда у тебя 3 деления, не наступая в жижу. Сын Монолита говорит, привет всем. Привет. Эндрюс говорит, у тебя было 1 деление, ты вовремя вступил, вот и не сработало. Вы меня обманываете, чат. Я уверен. Ладно. Я проверю. Вот возьму специально, пойду проверю. Потому что там было же написано, что потенциал не раскрыт, что... Вот у меня сейчас 3. Я нажимаю. Видите? Видите? Чувствуете? Слышите? Вот. Я могу вот так вот. Но я вот прыгнул, нажал, и ничего не происходит. Скей говорит, Тенра, можешь дальше меня не слушать, большой мальчик ты. Нам как раз к этим чувакам, которые в клетке держат кого-то. Окей.
А, я Кристен теперь Тиай говорит, потанцевал, понял. подвел. Капец. Потанцевал, подвел. Подождите, ты же мне даешь эти штучки? Ну, имеется в виду, я иногда подхожу к каким-то фонарям, и у них вот такие кристаллы вокруг них. Это именно их надо брать, или это просто 3 деления? Это просто 3 деления, окей. Стало понятнее чуть. Вот, я про вот эти говорю вещи. Пойдемте потанцуем с пацанами теперь. Пацаны. Эти похитители сокровищ взяли кого-то в плен. Что они... Так, что они переоценивают? Что-то ты не переоцениваешь? Не понял. Почему вы только пришли сейчас? Шмыглевый. В смысле ничего не скажешь? Ну-ка все рассказывай. Так, пацаны, вы какие-то плотные, да? На Талифелове говорит феи, и Руда тоже заряжает. Помогите, спасите, я здесь. Фея и Руда. А, Руда. Откройте. Подожди, посиди пока там. Письмо к похитителю сокровищ. Клитофо. Негодный мальчишка. Сначала он бросил группу, которая поднялась, чтобы украсть еду. Потом отпускает всех хорьков барахольщиков. Мы заперли его. Пусть Эрги решит, что с ним делать. Кстати, было землетрясение. Кажется, позже кто-то спустился вниз. Так что нужно быть начеку. Понял. Ладно. Капуста. А что ты тут делаешь? Как у тебя дела? Фух, герой, спасибо, что спасли мне жизнь. Подожди, я тебя знаю, ты тот парень из шахты, то Клифо. Нет, это не я не продаю поддельные лекарства. Я Клитофо, который не продает поддельные лекарства. Я понял. Так ты продавал поддельные лекарства? Нет, как можно? Мои лекарства ни капли не поддельные. Они действуют на 100%. Шахтеры их пьют и чувствуют себя прекрасно. Постой. Только что ты говорил, что не продаешь лекарства. Ах да, моя карьера продавца лекарств закончилась. И все из-за Котлифа, который продавал подделки под вымышленным именем. Он продавал поддельные лекарства под вымышленным именем и испортил мою репутацию. Поэтому я поклялся, что с этого момента больше никогда не буду продавать лекарства. И тут меня поймали похитители сокровищ. Тот шарлатан просто ужасен. Да, даже коллег не щадит. Настоящий негодяй. Так что это за вымышленное имя Клифта. Клитофо, простите. Ой. Нет, подожди. Клитофо это не вымышленное, а настоящее имя. Значит, вымышленное имя Клитофо? Нет, то есть, да. Он, в общем, он представился мной, поэтому Клитофо стало его вымышленным именем. Понятно же, да? Значит, теперь настоящее имя это Клитофо. Жаль. Чего? Жаль, что нам даже стараться не пришлось, а ты уже почти во всем сознался. Давай схватим его и пусть миллилиты разбираются. Наверняка у них куча вопросов к нему. Или просто прикончим его здесь. Я за, погнали. Что? Эй, что за глупые шутки? Ха-ха, Пайман думает, что это забавно. Но ты же не... Ты даже не смеешься. И это вовсе не смешно. Это действительно не смешно, потому что мы вполне серьезны. Пожалуйста, не надо. Сейчас не время для допроса. Не знаю, как вам, но мне лично не улыбается тащить его на себе, похитителя сокровищ, потерявшего сознание от страха. Давайте сначала отведем его в лагерь. Пожалуйста, возьмите меня с собой. Я буду вам полезен. Похитители сокровищ все равно меня выгнали. Теперь я законопослушный гражданин.
А, так вот, что ты считаешь законопослушностью. И что же ты умеешь? Например, делать взрывчатые вещества. Они... Я ничего не нажимал. А не какие-то другие поддельные. Например, поддельные... делать взрывчатые вещества. А не какие-то другие поддельные вещества. Не поддельные, надеюсь? Самые настоящие. Я не имею права разрешить тебе присоединяться к нам. Циню решит, как нам следует поступить с тобой. Я думаю, она передаст тебя мелитам. Но мы за тобой приглядим. Похитителям сокровищ нельзя доверять, не говоря уже о тех, кто продает поддельные лекарства. Я же сказал, я не продаю больше поддельные лекарства. Ты дурак такой. Ясно, понятно. Давай уже пойдем. Давай. После снятия барьера формации открылись ходы расхитителей руды. Скорее всего, этот сброд замешан в контрабанде руды в Лиюэ. Избавь... Люблю субтитры. Так, здесь был призрак. Я вижу на карте три этих. Кстати, Мика, ты же здесь? Ты сказала, что тебе вот эти камушки напоминают лицо этого акулы. А почему мне они напоминают лицо дельфина? Ты уверена, что ты видишь здесь акулу, а не дельфина? Потому что я вижу дельфина. Вот бы за эту решетку попасть. Нужна была карта сокровищ на поверхности. Аня Мика говорит, я такое говорила. Да. О подчеркиванию. Карамелька, говорит, да, здрасте. у нас же карта сокровищ собрана. У нас есть, да. Аня Мика говорит, вот это поворот. А кто говорил? Это же ты говорила. В камнях что-то разглядели, что? Я вижу лицо дельфина. О, здрасте. Подожди. Иди сюда. Какой ты послушный. Вот так вот. Бум. Аня Мика говорит, по-моему, ты меня попутал. Я вообще не мог так поступить с тобой. Ты такой эпичный пришел. И так глупо умер. Сюда. Так, о, еще. Это что за грибы? Гриб-звезда. Кристил говорит, ты уже в разломе, как же дети быстро растут, Фейс. Я мимо Аня Мика проходил. говорит, вот прям кусь смайл сон, как можно то? Давай, я потом я могу пересмотреть предыдущий стрим, но мне кажется, это ты говорила. Если это говорил кто-то другой, признайтесь честно. Кто говорил про то, что камни похожи на акулью морду? Признавайтесь. Так, вон вижу. Скей говорит, Тенры, используя электро на гребе. Зачем? Кристил говорит, какие камни. На миникарте, видите? Кристран Камушки, говорит, которые не собирать я, но надо. я не помню такого вообще, ха-ха. Я что, с ума схожу? Подождите. В этой области опасный газ. Будьте осторожны и ничего не зажигайте. Окей. Дураки, вам же сказано не зажигать. Кристран говорит, ахах, уже зажгли, поздновато. Да. Ой, Кристил тришки. говорит, и о светоносный кресток читали, или как их? Да. Скей говорит, они по 800 будут хилить. Аня Мика говорит, вот они, пухляши пиротехники. Эндрюс говорит, Так, им то отстань. чё, они пира, им пофиг, а вот тебе и ей. А мне да. Ничего больше нет. Кстати, у нас же еще... Вот это я про это вообще забыл. Что у нас есть такая фича. Ага. Я думаю, сейчас просто попутно собрать все, что мы видим, чтобы прокачать адювант. Так, это внизу или вверху?
как будто бы здесь. Тихо. Анимика говорит, эх, как быстро геншинята растут, вот уже и разлом, прям прослезилась. Хехе. Да. Тут дырочки больше нет, нет. Но опять же, мы в разлом пошли просто потому, что мы устали от Инадзумы. А, это вот этот заборный. Эндрюс говорит, почему в голове всегда хочется называть его адъютантом. Адъювант же. Ты уверен? Или это у тебя так в голове? У меня наоборот адъювант прям... То, что... Потому что где-то я уже тоже это слово использовал. И где-то я его читал про адъювант. Может поэтому? Адъютант же совсем другое. На Талифелове говорит, можно сходить за ним. А как туда попасть? С другой стороны по-любому входить, да? Потому что здесь не пройти. Анимика говорит, у Эндрюса голоса в голове шепчут адъютант. Хе. Подождите. А кто самый маленький персонаж? Кристен Тиай говорит, там вход через поверхность, по карте сокровищ. Это где у меня... поверхности. Где у меня взрывается пукан, да, я помню. Как открыть карту? Это что? Это не то. Так. Либрлай говорит адъюваенте, соединение или комплекс веществ, используемые для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном. Википедия. Где-то вот здесь взрывается мой пукан, он летит вот сюда, и вот мы в прошлый раз смотрели, в прошлой серии. У меня есть карта. Письмо. Письмо Людочки. Подарочный конверт от Пайман. А, это да. А, вот же она. Вот. Здесь сидушка, и слева от сидушки должен быть взрыв, и туда... А, взорвать с пушки, наверное, нужно. Как делать просто выйти на уровень выше? Это же просто на уровень выше, нет? Так, говорит, также на кресло, вот оно. Есть место с роскошным сундуком. Вот сюда. Ломал голову, как тут попасть в пироювый раз, а вход снизу. Вот сюда нужно стрельнуть, я правильно говорит, понимаю? Там не взрыв, а сено поджечь, по-моему. Ну давайте сходим, заодно телепорт откроем. Так. Так, Сижи, ты, конечно, классная. Телепорт, от него по прыганкам поднимешься. Там лагерь похитителей. По прыганкам? Каким? Где? Ты говоришь про то место уже, когда мы дойдем? Ой, как тут неудобно будет ходить. Ладно. Я вон туда могу сейчас забраться. Анимика говорит, на поверхности есть две дырочки, ведущие в закрытые решеткой место в разломе. Но вот память подводит, и я не помню, где вторая точка. Понял. А мне за этих пацанов сундук дадут? Анимика говорит, решеткой звездочка. О, какой большой дядька! Вставай, го драться! Подожди, да мне не до тебя. Смотри, тут какой большой дядька. Костил говорит, там одно в Сумеру сразу ведет, а одно обратно в разлом. Диэн Торпеда говорит, привет, а че теперь 5 можно натопать? Привет. На Талифелове говорит, да. Можно сколько угодно тапать. И прыгай вверх на конях. Тихо.
Тихо, 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 не дури. Все. Сюда. Так. Диэн Торпеда говорит, а почему, когда я тот раз топал после 2.5 не обновлялось? А он там задержку выдает ТикТок. Надо подождать чуть-чуть. Аня Мика говорит, сидели пацаны, никого не трогали. И вот, пришел Тенра, помянем пацанов. Ну а чё они? Что такое? Это ломать? Нет. 10 тысяч, ничего себе. А мне куда? Кристиан Тиай говорит, может, у них вообще романтик был в уголке мира. Каменный романтик. Аня Мика говорит, вот-вот. Опа, ну чё? Что такое? Ага. Подожди. Чё происходит? Я не вижу. Дед, палку давай. Беги, беги, беги. Беги. Мне их надо собирать, вот эти штуки? Игзо. Вкусняхи. Так. Диэн Торпеда говорит, как думаешь, маленькую материнскую плату влезет РХ 580? Я не знаю. Зависит от... там же у них разные входа... разные размеры у самих видеокарт от разных производителей могут быть. Эндрюс говорит, начиная с разлома на карте, везде разброшены эти камни с морой. В фонтейне вместо камней треугольные контейнеры. Там по 10, 15 и 20 тысяч моры. Костил говорит, влезет. Аня Мика говорит, камни возле порта разбей. Костил говорит, у всех видеокартах один разъем и все с одним размером. Не, главное, что в кейс попало. Кристиан Тиай говорит, еще в экономии тоже камни с морой. Я думаю, он имел в виду про кейс. Говорит, спасибо. Потому что разъемы, да, не все... Ну, если, допустим, не считать... Еплай говорит, в материнку то влезет. Там же стандартизированные разъемы, а вот в системник фиг знает. Да. Я думаю, он про это и имел в виду. Костил говорит, да, главное, чтобы в корпус попал. Ну и хватило проводов по питанию, потому что некоторые эти видюхи требуют дополнительного. Я не знаю, сколько эта видюха требует. Она требует ли вообще внешнего питания? Там уже посмотришь по блоку питания и самой видюхи. Эндрюс говорит, когда экономию проходить Буэм. Костил говорит, у меня однажды так не влез, и я его там пилил, сидел, а потом новый бета брал. Экономию мы будем через серию вернемся. Говорит, у меня корпус 70 метров до Инну. Диэн Торпеда Ничего себе, у тебя говорит, корпус. 70 метров неплохо. О, я такого видел уже, подожди. Еплай говорит, с маленькими системниками даже не в том проблема, чтобы компоненты впихнуть, а в том, что руки не влазят их впихивать. Да, это, кстати, да, тоже проблема. Еплай говорит, а следующий стрим по книжкам. Следующий стрим по книжкам, да. Как ты все помнишь, какая ты молодец. Лезь давай. О, какой у вас модный сундук, пацаны, ну серьезно. Я за сундуком, без обид. Кристиан Тиай говорит, хехи фейс, а когда завтрачка? Да, Эндрюс говорит, завтра. В экономии будет самая лорная в игре книжка. До солнца и луны, с древних ранее Тиевата. Выпустите! Лови. Ты такой плотный. Блин, я же еще скоро сделаю возвышение мира, кстати, чат. Вы сможете... Точнее, я смогу войти во всех вас теперь. Понимаете? Как будет хорошо. Я в каждого могу войти теперь. Говорит, нравится персонаж Хутал.
Хутао, ну, Диэнтер педа, такое. говорит та. Я к ней нормально отношусь. Она прикольная, но не фанат. У нас Фокс фанат Хутао. Так, нам нужно вот сюда. Мика сказала, что можно там какие-то... Что-то, кого-то. Это она про вот это, наверное, и говорила? Про Аня вот эти Мика прыжки? говорит, о май, войдешь во всех, и все станут чуточку счастливее Вистер Софтджой. Эндрюс говорит, пока ты не достигнешь 8 уровня мира, ты не сможешь зайти к алдам. Так, у меня же вот, смотри, у меня сейчас Диэнтер 55-й, педа, мне сказали, на говорит, я фанат 55-м будет это. Диэнтер педа, говорит та. Понка говорит, я фанат Хутао. Шальной алхимик, Диэнтер педа, спасите говорит, бесит кнопки, не попадаю. Клитофо. Аня Мика говорит, я про камни говорила. Какие камни? Проводник в разломе. Доведите 6 фей до их садов в разломе. Про какие камни говорила? Эндрюс говорит, я В тоже теории? фанат Таакста. Серьезно? Вы что все такие фанаты? Натали Фелови говорит, у телепорта камни сломай. Аня Мика Серьезно? говорит, Я- возле П там камни, которые можно разбить. Да? Ладно. Я же могу телепортироваться. Чат, не знаю, как будто вы меня обманываете. Вот это? Костел говорит, Тенра, напомни, а чё ты прям шас делишь. Мы проходим разлом. Отстань. Ой, секунду. Натали Сейчас. Фелови говорит, и прыгай. Так. Да, мы же уже такие видели в разломе. И куда? Сюда? Вот, типа, теперь сюда? Эндрюс говорит, та, единственный перс, на которого я купил скинчик. Выявилс 3 и 2 сигны. Понял. Не сюда же, да? Нужно специальную дырочку вот эту. Натали Фелови говорит, и еще прыгай. Ща. А для чего? Диэнтер Мы говорит, здесь у меня не уронили двигается уже, после все нормально. 1393 лайков. Я не знаю. Но в любом случае, в общий счет трансляции оно идет. Поэтому не переживайте. Все ваши лайки учтены. Так. Это вон тройное Диэнтер растение, там, говорит, скорее я всего, еще нашел секретик. 580 без майнинга год работала. Ну, не знаю. Вот здесь, наверное, секретик, да? Беда. Так, здесь у нас наверх идти. Смотрите, нам нужно вот сюда. Диэнтер Да. педа говорит, за 25 кто? Диэнтер Тенге? педа говорит, Тега. А. Натали Фелови говорит, теперь по лесенке вверх. Вот, я бабочек. Я уже говорил в прошлый раз, что я могу убить бабочек. Я только что убил 2 бабочек, они умерли. Серьезно. А по какой лестнице? Я думал, я сейчас вон туда Натали поднимусь. Фелови говорит, пробежал. Ты уверена? По какой лестнице? Я думал, вон той лестнице. Кристрантия говорит, ага, Вон туда. они от любого урона умирают. А мне говорили, их нельзя убить, а я взял и поверил. Тихо! Ты такой быстрый. Ну ладно. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. По пути, может быть, налутаем каких-нибудь вкусняшек, типа вот этого. Раз. Два. Эй, два. Аня Мика говорит, бабочки такие Трис. храпкие, а ты их рыжиком пилишь. Храпкие. Аня Мика Бабочки, говорит, которые хрупкие храпят. звездочка. Так, нам надо идти вот сюда, вот сюда. О, что? Что? Это же денежные пацаны. И чё? Кристрантия говорит, бабочки самые нежные существа в Генше. Руководство по обучению харков барахольщиков.
о времени кормления хорьков-барахольщиков. Хорек-воришка кормить после полудня, чтобы обуздать энергию. Рекомендую время с 12 до 23. Я не понял, это что, мне надо кормить? Хорек-барахольщик кормить до полудня, чтобы обеспечить гибкий график тренировок. Рекомендую время с 2 до 12. Золотой хорек-воришка самый хитрый из всех. Ограничить время кормления 2 часами. Рекомендовано с 12:00 до 2 часов ночи. Все хорьки-барахольщики могут быть вызваны в соответствующие часы кормления. Встаньте на большой камень и призовите их свистом, но не свистите ради забавы, так как это может привести к ненужным неприятностям. Дежурный тренер хорьков в этом месяце Клитофа. Количество дежурств 31, количество опозданий 27. Эрге. Ого, разве у похитителей сокровищ нет выходных? Давай попробуем посвистеть. Вдруг получится подозвать хорька-барахольщика. Свистеть. Смотри-ка, все же объявился. И что, мне его кормить? Свистеть. Тебя покормить? Ты куда? О, ты живи! Дурачок. И я должен был кормить, а не выбивать из него еду. Как его покормить? Есть чувство, что я делаю что-то наоборот. Но это халявные ресурсы, получается. Прости, хорек. И сколько так можно? Тихо, тихо, беги, беги, беги. Да, ё-моё. Ягода. Ладно. Нужно определенное время для золотого хорька его ударить. Золотое с 12 до 2. Ну давай. С 12 до 2. Вот так вот. Диан Торпеда говорит Михалу. Ого, это же золотой хорек. О, лунное кольцо. Говорит один блестящее кольцо, красивенькое. Это какое? Это вот отсюда какие-то вещи, да? Это отсюда как кольцо было? Или это было вот отсюда кольцо? Это не ресурс явно, да? Вот здесь может быть? Кристантиай говорит квестовый предмет. Анимика говорит Нине. Это мировой квест из разлома. Кольцо, которое вы добыли у крупного золотого хорька-воришки. Возможно, с помощью этого сверкающего кольца хорек пытался привлечь партнера. Выглядит оно недешево, и его хозяин будет вне себя от беспокойства, когда обнаружит пропажу. Латунное кольцо. Предмет задания. Окей. Окей. А что мы вообще делали? Кто-нибудь помнит? А, все, я вспомнил. Так, уи. На Талифелове говорит за палаткой прыгай. За Кристантиай говорит мы шли по карте сокровищ. А, все, я правильно сделал. Так, да, нам вон туда, куда-то. Тестил говорит, ты бродил. Не-не-не, я делаю Диан дела. Торпеда говорит, обнови счет. Он автоматически делается, это не я делаю. Алло. А скиньте вот сюда. Не, кинь. Походу на их фигню это не работает. Окей, пацаны. На Талифелове говорит, и в лагере сено подожди. Ща. Диан Торпеда говорит, каждые сколько минут.
А он вообще в реал-тайме обновляется. То, что он не обновляется вот сейчас конкретно, это ТикТок не пускает, я не виноват. Эндрюс говорит, сколько Извините. фрагов на бедных хорьках набил. Я еду добывал. Отбирал у маленьких и отдавал себе. Потому что им много не надо кушать, а мне надо. Я же люблю вкусненькую еду. У-у-у. Я так понимаю, нам туда? Анимика говорит, во, люк открылся. Люк? А, люк. Войти. Вошел в люк. Я вообще его не видел. Ну, я думал, это часть декорации. Дием про тебя говорит, логово ха-ха. воров, серьезно. На Талифелове говорит, все в люк. Я даже не понял, что произошло. Я не виноват. Что такое? Все? Не, я не жалуюсь на самом деле. Было неплохо. Пару сундуков. У них там еще сундук Анимика говорит, одевон. чатик глазастый. Не А как зря мы тут выйти? с тобой смайл улыбка с подмигиванием. Да. Открывай. Эндрюс говорит, Люк, вернулись. в Манштадте стал чуточку добрее. Ли говорит, доброе утро. Доброе утро. Хах, вот это я отрубилась. Капец. Кристен Тиай говорит, там рычаг, открывай. Все. На Талифелове говорит, на решетке рычаг. Да. Все Кристил сделал. говорит, когда Так, крутить. давайте... Мы уже крутанули же, алло. Ты все пропустил. Мы столько... Нам 3 леги подряд выпало. А ты пропустил. Непорядок. Давай. Че у меня есть, что? Кристил говорит, ой, я уснул. Вот это откуда выбивать? После небольшой обработки ее можно усилить диван. Кристил говорит, я вот только в 18 Неочищенная часов рука. 30 минут проснулся. Капец вы поспать, чате, На конечно. Талифелове говорит по квесту. М-м-м. Анимика говорит, тут есть Талиесин, ему кольцо отдай. Эндрюс Здесь? говорит, да, 3 легендарные им дубины переговоров. Костил говорит, а кто выпал-то? 3 легендарные дубины переговоров выпало. У тебя когда-нибудь такое было? Нет, конечно. Так. Куда? Сейчас. Я попробую. говорит, Я не нажимал. а вот Ой, он нет, рыбает. нажимал. Так, не нажимается, окей. Костил говорит, у меня не было такого. Ну вот. Тут столько фатуи. Это не то. Мы попутно Костил посмотрим говорит, еще, это такое конечно. видение должно быть то. Ли говорит, у меня Да. причина. С 10 утра на ногах, запись песни, трение и репетиции на сцене, потом встреча по работе. Да, капец. Поэтому и вырубилась. 100% понимания, 0 осуждения, как говорится. Так, мне же... Да, мне вниз. На поэтому Талифелове говорит, спустимся. фатуи как тараканы, везде заводятся. Мгм. Реально так, как тараканы. А вот это, на вот эти ловушки то не расходуется свет, который у меня есть. Потому что у меня как 3 деления было, так и осталось. О, это же вот эти проклятые Эндрюс говорит, а я вчера бездны пацанский кого-то рэпчик там. писал, Мы их миллион может, лет назад кто-то видели. ждёт. Ли говорит, Писал глубочайше рэпчик? извиняюсь за такое опоздание на стримчик Face This Way. Все хорошо. Эндрюс, ты рэпчик пишешь? Кристен Тиай говорит, маг говна, любимый, нет. Пацаны, можно пушку арендовать? Серьезно. Это опять вы, да еще и Клитофа выпустили. Реплику опять ты. Должна быть... Уходим, сделки не будет. Ко мне на скамейку опоздунов. Что происходит? Что, тут огромная пушка? Костил Сходим говорит, глянем. ты не хочешь О, опять это взрыватель, поменять. который используют шахтеры. Да-да-да. Эндрюс говорит, писал рэперка в смысле, сам я этим не занимаюсь. Писал рэперка. Что-то я упустил немножко нить. Все-таки что произошло? Что у тебя там было? Секунду. Хазе, кто говорит, что за игра?
Ты Ли же говорит, знаешь. любимые скамеечки, смайл, улыбка. Дузим говорит, что видеокарта. Кристиан Тиай По говорит, ссылке в шапке записывал профиля. чела, который реп читал, Есть. так? Вот, все понял. Запирающий механизм не заживел, видны следы и смазки. Похоже, за ним ухаживали после того, как шахта была запечатана. Затвор тоже не поврежден. Предохранитель находится в блокирующем положении. Не понимаю, о чем это он? Проход впереди завалили валунами, когда шахтеров эвакуировали. Похоже, эта пушка может снова пригодиться. Без снарядов пушка бесполезна. Нам нужно найти снаряды. Не говори так, будто я не знаю этого, умник. Неподалеку есть склад, где, вероятно, хранились снаряды. Надеюсь, их все не вывезли при эвакуации в путь. Идем. А ты-то куда лезешь, алё? А что там в ссылке в шапке профиля? Там вся информация про меня. Инстаграм, Телеграм, где я делаю анонсы, Ютубчик, Твич, все дела. Письмо похитителей сокровищ. Мы познакомились с несколькими людьми. Они нуждаются в еде и питье, умирая от голода. Мы не можем их бросить, особенно когда у них есть море. Так что не мог бы кто-нибудь быстро доставить им все необходимое. Новичку Клитофу, продавцу поддельных лекарств, будет чем заняться. На складе шахтеров должны быть овощи, мясо и прочее. Мы уже посылали группу. Почему они не отвечают? Я не знаю. В ТГ жизнь выкладываешь? Нет, в ТГ только анонсы. Только полезная информация и никакой жизни. А в Инстаграме тоже ничего. Назар, я тебя забаню. Я же не шучу. Дузим говорит, кистила, понятно, типа зависит от процессора. Кристиан Тиай говорит, в ТГ прекрасный тысяч, во всей красе Moonface Smiling Face with Sunglasses. Не-не-не. В ТГ только анонсы. Говорит, а в Ютубе что? А в Ютубе стримы Костил и записи говорит, стримов. У меня он стоял со 7 2600. Вот то, что красным 50, пишется 60, на экране, это с Ютуба пишут. Поменял на R5 3600 и все стабильно. Ли говорит, так, мне идти Шо? на тик. Нет. Костил говорит, Дузим от связки. На тике 9 человек Эндрюс всего. говорит, Назар, недавно На один ютубчике челик уже больше. так отлетел. Да, один челик отлетел. Какого Дузим фига вы говорит, Костила Понятненко. на стриме это говорит, делаете? ехал резидент. Какой резидент? Так. Блин, а я вижу здесь камень. Костил Вон он. говорит, Дузим, какой у тебя проц. Оба, на чё? И еще один где-то рядом был. Но я его не вижу. Дузим говорит, Костил, вижу. не помню. Я буду собирать все, потому что нам надо. Он так в горшочке Ли аккуратно говорит, лежит, ладно, прикольно. Если Смотрите. что, кричите, сразу прибегу. Прикольно, да, хорошо. Дузим говорит, я забыл, где смотреть. О, как много! Тут столько вкуснях на самом деле. Они же, это же те вкусняхи, которые восполняются, я правильно понимаю? То есть мы придем на следующий день или там когда, и там снова можно будет их собрать. Аня Мика говорит, камушек прячется, но его все равно откопали. Тихо. Мы на месте. Врата заперты. Чтобы открыть дверь, нужно 2 ключа. О, вы, жители Лиуэ, всегда щепетильны в такой ерунде. Хватит уже перерекаться, смотри объявление у врат. Судя по всему, снаряды все еще находятся на складе. Да, но мы до сих пор не знаем, сохранились ли детонаторы. Я думаю, пока не стоит питать лишних надежд. Ой, посмотрите только, какие мы оптимистичные. Хватит каркать. Серьезно, что вообще происходит? Почему мы должны слушать, как какой-то похититель сокровищ в нас сомневается? В любом случае, нам нужно сперва открыть ворота. Да, и вы двое должны перестать ссориться, хорошо? Ладно, давайте пока продолжим. Возможно, Цзинью знает, как открыть врата склада. И после этого нам предстоит еще немало работы для отпирания затвора. Придется активировать сигнальное устройство. Я слышала от Цзинью, что у команды взрывников... Ча!
У нас на улице дождик идет. Как хорошо у нас дождик идет. О боже, спасибо. У взрывников есть наблюдательный пункт, с которого открывается вид на пушку. Оттуда можно настроить сигнал и использовать его, чтобы разблокировать пушку с безопасного расстояния. Окей. Ну, здорово, это я, Торпеда, с YouTube зашел. Торпеда, рад. На самом деле, всем рад на ютубчике. Прям рад. Ютубчик, Twitch. Так, ладно. Активировать. Красный ключик. Черный ключик. А и Б. Сначала rush А, потом rush Б. Понял, принял. Так, на самом деле у нас время вышло. Пора устроить танцы. О, это что такое? Так, может я могу туда залететь? Хазе, кто говорит, сколько в Ютубе онлайна? На Ютубе обычно от 10 до 20 человек онлайна всегда. Дузим говорит, Костилай 74770. Куда надо было еще раз? Вон туда. Я, походу, туда не попаду, да? Опа, Кристиан Тиай говорит, это место, откуда проход в Сумеру. Костил говорит, сегодня еще будет стрим. Возможно, будет по-моему, но пока не обещаю. Костил говорит, спасибо за Дузин, подарочек. 60 будет. Торпеда говорит, бесит, я теперь ценить буду дождь. Цени, Натали конечно. Фелови говорит, пока вроде не сможешь. Ну Онка ладно. говорит, го. Шо. Мастер Шляпка говорит, а где мой бан? А тебе надо? Дузим говорит, Костил, спасибо за помощь. Ох, какая она ядовитая прям. Я не хочу такую превьюшку делать ядовитую. Нам нужно делать превьюшку, алло. Может и так? Зловещая теория. Фон не очень. Фон плохой. Сейчас что-нибудь найдем Эндрюс говорит, приличное. ты ж в Фонтейне хотел сделать превьюху. Да блин, я думаю, Кристиан лучше Тиай говорит, сделать, когда мы пойдем туда, потому что, ну, будет нечестно. Мы все-таки в разломе были. Грязная Чари. Грязная женщина. Костил говорит, на превьюшку поставь, как летаешь за теорией и смотришь вниз. Я не смогу так сделать фоточку. Костил говорит, вверх звездочка. Я не смогу. У меня же в воздухе не откроется съемка, правильно? О! Вот тут мы, наверное, и сделаем. Так, секунду. Тихо. Фоточка. Нет, нельзя. В воздухе фото делать нельзя. Небезопасно. Алло, техника безопасности, в конце концов. Давайте вот здесь, смотрите. Как будто бы все не то и все не так. Пещерный мотив прикольный, конечно, но... Как трудно здесь превьюшки искать. Здесь все такое мрачное и одинаковое на самом деле. О, пацаны, сфотуй. Остановитесь, пожалуйста, не атакуйте нас. Вот вас-то мы и сделаем. Говорит, тут есть где-то акул, который можно собрать, пройдя по канату. Окей, но это уже будет потом. Вот такая Хазе, будет кто говорит, мрачная. ура, я на 3 месте. Да. Но стримчик заканчивается. Так. Эндрюс говорит, дальше в разломе есть место классное. Смотри в камеру. Аня Мика говорит, а вот и массовка для кадра. Да. Вот. Вот так даже. Нет, вот. Ладно, я что-нибудь из этого выцеплю. Ну все, чатик. На этом стримчик заканчивается. Вы и так вдолг посмотрели на 10 минут. Поэтому все. Всем большое спасибо за подписки, лайки и подарки. И самое главное, спасибо, что провели это время со мной.
Всем на этом пока. Увидимся, возможно, сегодня, но скорее всего уже завтра. Завтра с утра будет, скорее всего, будет Майнкрафт. Вот, но посмотрим. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Нарара. Все, чатик, давайте. Еще раз спасибо большое, что провели это время со мной. Давайте, пока-пока-пока. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное пока-пока.